Привет, друзья! Сегодня мы с вами готовим вкуснейшую ароматную приправу из томатов. Эта приправа очень хорошо подходит для приготовления мяса, курицы, тушения овощей или приготовления супов. Для приготовления этой приправы нам понадобятся помидоры. У меня примерно килограмм. Отрезаем с помидора хвостики, каждую помидорку нужно будет поделить на 4 части и вынуть сердцевинку. Мои помидоры домашние, очень сочные, поэтому я рядом с собой поставила уже чашку. Туда я буду сейчас вырезать вот эти вот камеры, наполненные соком. Сушить мы их не будем, в этом нет никакого смысла. Там слишком много воды, и процесс сушки может занять вечность. Поэтому всю жидкую часть наших помидорок я выливаю вот в такой пакетик. Весь этот сок я в дальнейшем использую для приготовления рагу, например, или для тушения овощей, или для приготовления мяса. Из пакета я убираю весь лишний воздух, закрываю его, подписываю и пока уберу в морозилку. Мякоть ранее подготовленных помидорок нужно будет нарезать на вот такие длинные полосочки. Это позволит нам сократить время сушки, но при этом кусочки не такие маленькие и их будет удобно снимать с решетки. Кожицу с томатов я также не снимаю. Переложу томаты пока в тарелку и займемся луком. Луковица у меня очень крупная, общий вес ее примерно 250 грамм. Луковицу нужно будет почистить и нарезать крупными полукольцами. Вот примерно вот так должно у вас получиться. Ну а теперь чесночок. Чеснока нам понадобится целая головка. У меня чеснок очень крупный, такой хороший, сочный. Нарезаем чеснок крупными пластинами. Здесь мельчить особо нет необходимости, поскольку помидоры сохнут долго. И чеснок, конечно же, просохнет за это время. Ну и, конечно, зелень. Зелени много в приправах не бывает. У меня в этот раз свежий базилик. Моя сушильная машина совсем небольшая. Если у вас машинка побольше, вы можете смело увеличить количество ингредиентов как минимум в 2 раза. Выкладываем овощи на решетку. У меня получится 2 решетки с помидорами, 1 с луком, и на последней у меня будет чесночок и базилик. Обратите внимание, что овощи я положила очень плотно друг к другу, но они лежат у меня не слоями. Слоями они не просохнут. Хочу напомнить, что все ингредиенты для этого рецепта в граммах, в ложках, так же как и для других всех остальных рецептов, вы всегда можете найти в описании под видео. Поделюсь небольшой хитростью. Вы заметили, что помидоры я поставила наверх, на самые верхние слои. Я это делаю специально, чтобы если вдруг в них остался какой-то сок и он начнет выделяться в процессе сушки, чтобы он капал на нижние слои, а не на дно сушилки. А значит, время на уборку уйдет меньше. Внизу у меня также стоит вот такой маленький противень. Как раз его основное предназначение – это поймать все выделившиеся капли. Выставляем температуру и время. Пусть вас не пугает цифра 175, у меня это температура по Фаренгейту. По Цельсию это будет 80 градусов по Цельсию. И ставим на 10 часов. Время сушки вышло. Я обычно даю овощам еще постоять целую ночь, чтобы они остыли, чтобы машина остыла. Тогда овощи очень легко можно отделить от решеток. А теперь нужно овощи измельчить. Я буду использовать комбайн, у меня, к сожалению, нет кофемолки, поэтому комбайн делает эту работу. Посмотрите, когда овощи хорошо просохли, как легко они отделяются. Пахнет уже очень вкусно, таким густым, насыщенным томатным соусом. Если вам понравился этот рецепт, я буду очень рада, если вы мне поставите лайк или напишите какой-нибудь комментарий. Ну а теперь осталось только измельчить. У меня этот процесс занимает всего несколько минут. Мне нравится, когда остаются небольшие кусочки лука и помидорки. Если вам нравится более мелкая приправа, то, конечно, займет пару-тройку, может быть, минут чуть побольше. Вкусная, насыщенная, красивая, такая ароматная. Хранить свою приправу я буду в такой стеклянной баночке. Это у меня банка из-под варенья.
Закрываем ее крышечкой, чтобы запах и аромат не выветрились. И убираем в темное сухое место. Очень просто и очень вкусно. Попробуйте приготовить.